Бывало ли у вас чувство, что за вами следят, когда вы играете в одиночную игру? Под рукой нет других игроков, за вашей спиной всегда может быть никто из игроков, ну или кто-то, кто не считается игроком. Сегодня затронем довольно популярную тему в обсуждениях Garry's Mod, которая в культуре сообщества получила очень простое название – Single Player is Scary. Должен проакцентировать внимание на том, что история не взялась с пустого места. Доказательства ее развития можно найти в записях обсуждений на протяжении 4 лет, с 2016 до 2020 года. Предлагаю ознакомиться с историей. История, как я говорил раньше, пошла из обсуждений уже как 4 года назад. Все началось с того, что на форумах начали появляться заявления игроков о том, что им некомфортно или страшно играть в одиночную игру. Некоторые заявления были более провокационными. Примером можно назвать заявления о темных фигурах вдали, которые исчезали, когда на них кто-то смотрел. Еще одним примером может служить внезапно включающийся Ambient. А как мы знаем, в Garry's Mod предостаточно страшных звуков благодаря библиотеке Half-Life, что может говорить о потенциальной правдивости заявления. Исходя из показаний, можно узнать, что игроки не боятся любого вида мультиплеера, то есть peer-to-peer сеть на двоих игроков или же локальная, но со свободным слотом не вызывала никакого страха. Просматривая обсуждения, вы сможете также заметить желание людей скооперироваться с такими же наблюдателями, что очень похоже на объединение конспирологов в реальном мире, но и без того присутствует парадоксальность в виде неверных позиций в этом вопросе. То есть некоторые считают, что это вирус, другие считают, что это призрак. Третьи вообще считают, что это шутка и они просто подыгрывают. Гарантированно могу сказать, что все-таки были те, кто считали и считают это шуткой. Также некоторые пользователи предоставили, по их словам, неопровержимые видеодоказательства присутствия какой-то дряни в их Garry's Mod. Во как. По заявлениям свидетелей этих событий, все, что еще можно узнать, что они часто встречаются с такой проблемой либо на GM Construct, или же на RP Bank Club. К сведению, были и кейсы на других картах, но в этих двух у вас есть возможность чаще наблюдать эти истории. Обратите внимание на то, что на GM Construct и на RP Bank Club присутствуют места немного жуткие по своей натуре, точнее говоря, темные. Но на Bank Club есть еще одна особенность. Подземелье там действительно создавалось с целью припугнуть игрока. Просто посмотрите в эту жуткую темноту. Такое чувство, что оттуда рано или поздно что-то обязательно должно выпрыгнуть. Но оттуда ничего не выпрыгнет, потому что на самом деле доказательств какого-то нежелательного исхода в этой истории не было. Ну или я не нашел такого. Вообще, все указывает здесь на какой-то массовый психоз. Ну, он это почти и есть. Эта история реально имела место быть, но немного в другом контексте. Мы можем сказать о том, что некоторые свидетели в нашей истории не врут. Их можно разделить на пользователей, которые поддерживают шутку, и те, кто действительно ощущали подобные чувства. Ключевое слово, что они ощущали, а не наблюдали в объективном значении этого слова. Могу представить вам приблизительный расклад, каким образом пошла эта эпидемия страха. Один пользователь, посмотревший какой-то страшный фильм или просто почитавший какую-то крипипасту, пошел играть в Garry's Mod. Из-за того, что он уже был на нервах, у него появилось неприятное чувство, будто за ним кто-то наблюдает. То ли в шутку, то серьезно, он написал об этом в обсуждениях или где-то еще, описавший базовые признаки. Теперь некоторые другие игроки, прочитавшие его историю, сами пошли играть в одиночную игру, и сюрприз-сюрприз, такие же начали ощущать подобные чувства. Позже кто-то начинал напридумывать свое, и таким образом история начала обретать характерные черты фольклора. Вместе с простыми пугливыми и желающими пошутить пользователями, история смогла достичь всеформенной популярности и неоднородных симптомов. Чтобы вы понимали, если бы вы также наткнулись на эту историю, не получая никаких разъяснений, то с некой долей вероятности вы также могли начать чувствовать дискомфорт в одиночной игре, а с еще меньшей вероятностью вы бы вообще начали думать о том, что за вами кто-то следит. Помните еще о доказательствах. Можете о них забыть. Рассмотрев каждое из предоставленных пруфов, у вас будет желание не верить в эти истории еще больше. Единственное, что по-настоящему может заинтересовать вас в этой истории, это случайные страшные звуки, свидетелем которых я сам мог выступать. Но на самом деле это совсем другая история. У аппарата звукозаписи был Эрик Максимец. Счастливого вам Хэллоуина!